Всем привет! В этом видео мы рассмотрим, как комбинировать различные методы сканирования, такие как фотограмметрия и фотометрическая стерео. В предыдущих видео я уже рассматривал эти методы сканирования, но по отдельности, а также о том, какие методы лучше использовать в различных ситуациях. В этом же видео мы объединим фотограмметрию и фотометрическое стерео для достижения наилучших результатов. Для начала давайте разберемся, какие есть различия у разных методов сканирования и зачем дополнительно использовать фотометрическое стерео. Самый главный плюс фотограмметрии — ее можно использовать для создания как крупных объектов, таких как здания, так и небольших предметов. Фотометрическое стерео, напротив, лучше подходит только для малых объектов и поверхностей. При использовании фотограмметрии мы получаем большое количество данных о объекте, поскольку программа использует данные с камер, расположенных в разных позициях, что позволяет нам создавать точные 3D-модели. А фотометрическое стерео, напротив, использует данные с фиксированной позиции камеры, поэтому мы не можем получить точные данные о глубине объекта. Но если сравнивать текстуру аномалий, то фотометрия будет иметь более детализированную поверхность объекта. И еще один главный плюс фотограмметрии в том, что нам не нужно профессиональное оборудование. Достаточно камеры телефона. Основной минус в том, что мы не можем отсканировать гладкие поверхности. Если поверхность объекта содержит мелкие детали, то программа просто не сможет их зафиксировать. И также к минусам можно отдельно отнести невозможность сканирования полностью гладких объектов и поверхности без текстур. Сбегая вперед, скажу, что данная проблема есть и у фотометрического стерео, но решить ее можно при помощи уже другого метода сканирования. Это SLS или же Structured Light Scanning. Также давайте рассмотрим, как сканировать данным методом. Вначале необходимо установить камеру. Она должна оставаться в статичном положении при съемке. Затем необходимо сделать фото объекта под разными углами освещения. Например, под углами 0, 90, 180 и 270. Чем больше изображений, тем более качественнее получится результат. Все это мы загружаем в программу, она рассчитывает изображения и соединяет их. В итоге мы получаем карту альбедо и карту нормалей. И из этого потом можно создать дополнительные текстуры. Теперь, когда мы разобрались с основами, давайте перейдем к созданию модели. Я сделал 13 фотографий для фотограмметрии и по 4 снимка с различными углами освещения для каждой позиции камеры, что в сумме составляет 52 снимка. И это один из недостатков комбинирования этих методов, поскольку требуется большое количество места. Для начала нам надо будет необработанные изображения в формате RAW отредактировать и экспортировать в формат PNG. Для этого я буду использовать Lightroom. Вы же можете использовать Photoshop или другие бесплатные программы. О том, как конвертировать в Photoshop, у меня есть отдельное видео. В этом же попробуем это сделать при помощи Lightroom. Для этого закидываем все изображения фотограмметрии, переходим в режим Develop. Здесь выбираем изображение и настраиваем его. Первое, что я сделаю, это я обрежу ненужные части изображения. Сделаю его квадратным. И также настрою остальные параметры. Это экспозиция, температура, теней и другие. После того, как мы выставили нужные параметры, мы здесь внизу выбираем все изображения и нажимаем кнопку Sync. Здесь выбираем, что мы хотим синхронизировать, какие параметры. Давайте выберем все и нажмем Synchronize. И после этого все изображения будут иметь одинаковые параметры. Теперь мы можем экспортировать эти изображения. Также их выбираем все, нажимаем «Файл» и «Экспорт». И давайте настроим параметры экспорта. Здесь мы выбираем папку, куда мы будем экспортировать. Также мы можем сделать подпапку, то есть вот в этой папке какую-то еще одну, написать название, если мы хотим поставить здесь галочку. Также мы можем переименовать файл. Например, сейчас он будет называться так же, как и его начальное имя. Но мы можем здесь выбрать Edit. И поскольку мы будем использовать Reality Capture, мы можем создавать слои. То есть, например, данное изображение с данными параметрами, то, что я выставил, отлично подойдет для геометрии, так как содержит мелкие детали. Поэтому поставим здесь точку, напишем png, точка, geometry. И вот как будет называться итоговый файл. То есть следующий файл, 28, будет 28 и точно самое окончание. Нажимаем Done.
Здесь все проверяем, оставляем, в принципе, все как есть и нажимаем «Экспорт». После того, как мы экспортировали первый слой, это слой геометрии, давайте экспортируем другой слой, например, текстуры. Текстура будет первая. Также выставим значение, уменьшим контраст, уменьшим тени. В общем, сделаем, чтобы изображение было как можно более гладким, так скажем. Ну вот примерно я такие значения выставил. Также нажимаем Sync, то есть Synchronize, чтобы синхронизировать. Также нажимаем Файл, Экспорт. И здесь также выбираем Edit и задаем значение для экспорта. Теперь здесь будет .png, .texture и 0.1. То есть не просто 1, нужно, чтобы было 0.1. Если мы хотим, чтобы это была текстура вторая, мы пишем 2 и так далее для каждой текстуры. Также нажимаем Done и экспорт. Все, теперь мы, когда экспортировали два набора текстур, давайте также дополнительно сделаем маску. Здесь можно перейти в параметр маски, выбрать Subject, то есть выбирать автоматически объект. Ну, скорее всего, найдется немного неверно. Посмотрим. Ну, достаточно правильно нашло. Добавляем еще второй. Так, нет, мы выбираем, дублируем и инвертируем. Теперь, чтобы получилась маска, объект нужно сделать белым, а фон черным. Выбираем все изображения, нажимаем Synchronize, выбираем маски обязательно. Также синхронизируем и теперь экспортируем все эти изображения. Также нажимаем Файл, Экспорт. Здесь также переходим в Edit. И теперь здесь уже пишем .png, .mask. Самое главное. Теперь это маск у нас. Все. Также нажимаем Done. И также экспорт. Все. После этого, как мы экспортируем, у нас получится, в нашем случае, это 3 набора изображений, которые мы загрузим в Reality Capture. Теперь перейдем в Reality Capture. Более подробно о интерфейсе, о том, как работает данная программа. У меня есть отдельное видео. А сейчас давайте просто дадим простую модель. Для этого я загружаю все изображения, то, что у нас получились. Вот я импортировал 14 изображений. Здесь, перейдя в окно 2D просмотра, нажимая на Tab, я могу посмотреть все изображения, которые есть. То есть это текстура, геометрия и маска. Ну и так, стрелочкой могу мотать изображение. Так, теперь перейдем в вкладку Alignment и нажмем кнопку Align Images. Сейчас программа рассчитает все изображения, и мы получим результат. Так, сейчас нашлись не все камеры. Давайте их удалим и попробуем еще раз. Такое бывает, так как программа при определении положения камер использует рандомные значения. Поэтому иногда нужно попробовать понажимать на Align Images несколько раз. После того, как у нас получилось облако точек такое, давайте перейдем в вкладку Mesh Model и создадим уже 3D-модель саму. Нажимаем Normal Detail, и вот у нас получилась 3D-модель. Достаточно неплохо для 14 изображений. И теперь в Reality Capture давайте мы остановимся и перейдем к самому главному. Это созданию высокодетализированной карты нормальной с данных фотометрического стерео. Для этого нам потребуется экспортировать данные камер из Reality Capture, то есть вот эти вот все камеры, 14 штук. Нам нужно будет экспортировать их расположение и поворот. Для этого перейдем во вкладку Workflow. Здесь нажмем. Также не забудем выбрать все камеры, все расположения. И нажмем «Экспорт». Нам нужно будет экспортировать здесь separated, name, XYZ, hidden pitch roll. То есть мы экспортируем название камеры, расположение по осям X, Y, Z и также вращение.
Здесь мы назовем файл экспорта, например, просто all, и нажимаем «Сохранить». Теперь давайте перейдем в Unity Art Engine. Здесь я буду преобразовывать данные фотометрического стерео в текстуру нормалей. Вы можете это делать не только в этой программе, также есть Substance Designer, Sampler и другие похожие программы. Но принцип будет одинаковый. Итак, выбираем первые 4 изображения. Вот у нас получается первое изображение под углом 90 градусов. Второе изображение свет под углом... Нет, вот это под углом 90 градусов. Вот это под углом 0. Вот это под углом 270 и 180 снизу. Итак, давайте добавим нод Multi-Angle to Texture. Соединим его. То есть у нас первое изображение будет под углом 90, 0, 270 и 180 градусов. Поэтому здесь мы выбираем, что первое изображение у нас будет под углом 90 в направлении. Сейчас здесь значение clockwise, то есть по часовой. Мы ставим counterclockwise. Против часовой стрелки будут у нас двигаться вот так вот. Здесь также можно выбрать, если у вас 8 изображений вы сделали. 8, появится 8. Но у меня 4. И нажмем здесь кнопку Execute. Посмотрим результат. Вот что у нас получается. Здесь в экспорте из данного нода мы получаем текстуру альбедо и текстуру нормалей. То есть альбедо у нас получается вот без теней. Некоторые все-таки есть там тени. Но, в принципе, текстура получается хорошей. Также текстура нормалей. Она гораздо детализированней, в отличие от фотограмметрии. Но в моем примере вы можете заметить вот эти проблемные области, которые появляются при использовании данного метода. Это темные черные участки. Фотометрия считает данные черные области как тени, и в результате получается неправильная текстура нормалей с такими углубленными областями. Хотя на самом деле это просто узор, нарисованный на поверхности, и не имеющий никакой глубины. Итак, теперь, чтобы экспортировать все это, мы создаем нод Output. Мы можем экспортировать сразу две текстуры, то есть альбедо и normal. То есть если мы будем в Reality Capture потом создавать дополнительный слой для цвета. Если же мы не хотим экспортировать текстуру альбедо, здесь мы выбираем в Output Type Bitmap, выбираем только Normal и экспортируем только текстуру нормалей. Если мы хотим материал, выбираем материал, также соединяем, экспортируют сразу две текстуры. Здесь в параметрах вывода мы выбираем папку, куда хотим экспортировать, задаем значение PNG, JPEG, битность изображения 816 и также как будет называться изображение. Также по отдельности здесь можно выставить значение. Например, альбедо ставить в JPEG, а normal в PNG. После этого нажимаем экспорт и экспортируем полученный результат. И это мы сделали только для одной позиции камеры. Нам нужно еще проделать это 14 раз. То есть мы удаляем это и добавляем следующее. И действия дальше будут то же самое. Под углом 90 градусов, 0, 270, 180. Также соединяем все и экспортируем. И вот мы получили изображение нормалей для каждой камеры. Но использовать их нельзя. Как вы, скорее всего, знаете, у текстур нормалей бывают разные типы. То есть такие как нормали касательного пространства, tangent space, нормали пространства объекта, это object space, и другие. Это текстура нормалей в пространстве камеры. Если мы рассмотрим полученную текстуру в пространстве по осям X, Y и Z, то получается, что ось Z всегда будет направлена в камеру. Поэтому для того, чтобы их соединить, для начала их нужно конвертировать в пространство объекта.
Для этого нужно будет сделать некоторые математические преобразования. Если вам это будет интересно, я сделал дополнительное видео об этом. Но если вкратце, то нужно будет посчитать матрицу поворота, используя данные, которые мы экспортировали из Reality Capture. Я покажу два метода. Первый — это автоматизированный. Для этого я специально создал простую программу. Она пока в тестовом виде и будет доступна только платным подписчикам. Второй метод работает по похожему принципу, но в блендере. Единственное, что данные нужно будет заносить вручную. Давайте я покажу первый метод. Для этого я буду использовать Visual Studio. Запускаем программу. Здесь сначала нам нужно будет выбрать папку, из которой мы будем загружать наши текстуры. Давайте их выберем. Выбираем нужную папку. Здесь загружаются все изображения. Теперь выбираем, куда мы хотим сохранить. Например, в эту же папку. И здесь теперь нам нужно будет импортировать данные камер из Reality Capture, которые мы экспортировали. Но прежде чем это сделать, давайте отредактируем этот файл. Я открою его в программе Notepad++. Здесь надо будет убрать в первой строке решетку. Здесь ее оставить как есть. Но, как вы видите, здесь мы экспортировали данные камер с значением Geometry. А здесь у нас изображение Texture 0.3. То есть, чтобы это соединилось все, мы должны выбрать данное слово, нажать Ctrl-F. Здесь в значении Replace выбрать слово Geometry, вот эти слова, и заменить их на слово Texture, то есть текстура 0.3. Так же, как и называются те текстуры нормалей. Нажимаем Replace All. Все, теперь можно закрывать. Здесь у нас файл переименовался. Получается, у нас теперь здесь текстура 0.3. Сохраняем и закрываем. Теперь мы можем импортировать данный файл. Нажимаем «Открыть». Здесь там пишут, что данные загружены успешно. И нажимаем «Подставить». Вот у нас подставились все данные. И теперь нам необходимо конвертировать. Нажимаем «Convert». И все. Теперь у нас эти текстуры конвертировались в пространство объекта. Эту программу можно закрывать. Также давайте я покажу, как это сделать в блендере. Итак, вот мы перешли в блендер. Давайте здесь создадим плоскость. Добавим новую текстуру. Загрузим сюда изображение первое. Теперь нам нужно будет сделать некоторые математические преобразования. Для этого, во-первых, в значении color space нам нужно поставить non-color. Теперь давайте добавим node vector mass. Здесь изменим на multiply add. В значении multiplier в множителе мы поставим 2, а в значении add мы поставим -1. То есть мы складываем -1. Второй нод нужно будет добавить вектор mass. Нет, вектор rotate. Rotate нам нужен... Здесь изменим значение на Euler. И также дублируем вот этот нод. Возвращаем обратно. Нормализуем вектор. Для этого в множитель значение 0,5. И здесь тоже 0,5. И вот у нас будет результат такой. Сюда мы будем подставлять значение из экспортированного файла камер. То есть сюда мы будем заносить значения x, y и z вращения. Но значение расположения камеры можно пренебречь и не указывать здесь. Достаточно будет данных вращения. Итак, я подставил все данные вращения камеры из вот этого файла. То есть вращение 1 pitch roll. Теперь мы подключаем данный выход к шейдеру Emission. А этот удаляем. Добавляем еще одну текстуру. Создаем новую. Тест. Ставим значение, которое нужно, например, 2К. Выбираем значение альфа. Новое изображение.
Выбираем первое, второе. Переходим в параметры рендера. Здесь с движка Eevee выбираем Cycles, GPU. Ставим какое-нибудь маленькое значение здесь, в рендер 64, например. В значении Bake изменяем Bake Type на Emit. И теперь мы можем запекать. Нажимаем Bake. И вот у нас получается запеченная текстура. Все, теперь ее можно экспортировать. Здесь откроем окно просмотра изображений. Выберем нужное изображение. Выбираем Image и Save As. И здесь также называем изображение как нужно. Выбираем сжатие, выбираем 8 бит, RGB и сохраняем изображение. То же самое нужно будет проделать со всеми изображениями, чтобы у нас получились конвертированные текстуры. Давайте теперь вернемся в Reality Capture. Здесь я создал модель Low Poly. Также переместил все конвертированные текстуры нормалей, как третий слой. Давайте посмотрим. И теперь сделаем текстуру нормалей и текстуру альбедо. Для этого перейдем в Mesh Model. Здесь выберем Settings, настройки. Выберем третий слой. Это слой нормали. Проверяем все значения и нажимаем Texture. Вот у нас получилась вот такая текстура. Также дополнительно давайте сделаем текстуру альбедо. И также давайте перенесем текстуру нормалей с основной модели фотограмметрии с миллионом трисов. Для этого перейдем в Tools. Здесь выберем Texture Projection. Выберем первую модель. Это Source Model. И итоговую модель. Это модель номер 2. Вот это. Поставим здесь значение Normal Reprojection. Значение Enable. То есть включим и нажмем Reproject. Теперь у нас перенесется текстура, вот она, нормалей с вот этой моделью High Poly. И вот если сейчас мы сравним вот эту текстуру нормалей и сравним вот эту, то видно, что разница колоссальная. И мы практически уже закончили. Эта текстура теперь нормалей находится в пространстве объекта, то есть Object Space. Давайте ее также немного исправим и конвертируем в Tangent Space. Для этого мы экспортируем все эти слои, то есть 6, 7 и Normal Map. Для этого перейдем в Workflow, Export. Здесь выберем формат OBJ. Название, например, такое ставим, сохраним. И в окне экспорта давайте настроим. Во-первых, поставим значение, проверим, что мы экспортируем текстуры. Export Textures, yes, да. Первые нам не надо, ставим нет. Нам нужно только 7 и 6. И вот мы практически на финишном этапе. Если мы сейчас конвертируем в программе Xnormal текстуру из Object Space в Tangent Space, то мы обнаружим ошибку. Давайте я продемонстрирую. Вот я выбрал текстуру, нажимаю Generate. Получается вот такой результат. Но он кардинально отличается от того, как выглядит карта нормали в касательном пространстве. Должна иметь такой фиолетовый цвет, а здесь текстура имеет совершенно разные цвета. Проблема в том, что Reality Capture использует другую координатную систему. И из-за этого у нас получился неправильный результат. Чтобы это исправить, для этого нам нужно будет инвертировать и изменить некоторые каналы. Для этого я также перейду в Unity Art Engine. Здесь я создам сразу два нода. Это Channel Split и Merge. Нам нужно будет красный канал инвертировать
зеленый канал поместить в синий, и синий также надо будет инвертировать и поместить в зеленый. Вот у нас должна будет получиться вот такая текстура. Мы ее теперь можем экспортировать. И уже теперь в программе Xnormal можно конвертировать текстуру. В первом мы указываем расположение модели, во втором текстуру для конвертирования, а в третий куда сохранить полученный результат. Получилась такая текстура, уже более похожа на то, как должна выглядеть карта нормалей, но все равно в некоторых местах имеется такой пурпурный и голубой цвет. И по сути это выглядит так, как будто бы векторы имеют некоторое вращение относительно нормалей поверхности. Для этого давайте нормализуем полученную текстуру. Я это сделаю в Substance дизайнере. Сюда перекинем текстуру. Поставим режим Grayscale. Соединим с нодом Normal. И все, здесь можно посмотреть эту текстуру полученную. Это уже финальная версия. И ее можно экспортировать. Также дополнительно полученную текстуру, сделанную методом фотометрического стерео, можно объединить с обычной текстурой нормалей. Для этого в Photoshop мы добавим два слоя. Первый — это текстура методом фотометрического стерео сделанная, вторая — методом фотограмметрии. Здесь, выбирая второй слой, выберем фильтр, Other и Hide Path. В радиус ставим примерно 64 пикселя. Нажимаем ОК. Изменим режим смешивания на Overlay. И вот мы получили вот такой вот результат. В принципе, эту текстуру можно экспортировать. Но, как вы видите, полученная текстура слишком интенсивная. Поэтому, чтобы уменьшить интенсивность, мы можем добавить новый слой Solid Color и поставить значение 127, 127, 255. Нажимаем ОК и изменяем opacity, например, на 50. И вот так вот можно оставить. В принципе, там уже ручная настройка. Можно сделать, если мы хотим, чтобы интенсивность была больше, поставить 20 тогда. А чтобы интенсивность была меньше, наоборот, тогда 70. И на этом все. Если это видео было вам полезным, можете подписаться на канал, а также на Telegram.